Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке буду вязать красивый узор, который вяжется от угла, идеально подойдет для шали. Вязать буду из пряжи Alize Angora Gold. У меня вот такой маленький клубочек. Вязать будем крючком номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, делаем узелок и набираем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Замыкаем все это в кольцо соединительной петлей и набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Далее делаем накид и в кольцо провязываем патентный столбик с одним накидом. То есть это практически как обычный, только мы провязываем столбик с одним накидом в 3 приема. 2, 3. Воздушная петля, снова делаем накид, опять патентный столбик с одним накидом. Так, далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких вытянутых петель, чтобы на крючке у вас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек. Вытянули 2 петли на крючке, провязали и воздушная петля. Так, далее снова в кольцо мы провязываем патентный столбик с одним накидом, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и снова 6 вытянутых петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Когда 8 петель на крючке, протянули все, кроме последней, закрепили, воздушная петля. И еще в кольцо мы провяжем такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все петли протянули, кроме последней, закрепили, воздушная петля. Делаем накид и провязываем патентный столбик, воздушная петля и еще один столбик, чтобы у нас получилось вот такой вот, смотрите, вот такой полуцветок. Да, то есть в углах вот такие столбики с накидом, между ними воздушная петля и 3 вот таких элемента. Далее разворачиваем наше вязание, набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, накид и вот в эту арку провязываем воздушная петля. И у нас вот эти цепочки из воздушных петель, да, мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Между ними 1 столбик без накида. Снова в эту арку из воздушных петель мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Между арками 1 столбик без накида. 1, 2,
3, 4, 5. Воздушная петля, накид. И провязываем патентный столбик с накидом, воздушная петля и еще один такой столбик с накидом. Мы провязали второй ряд. Будем считать такие ряды изнаночными. Разворачиваем наше вязание и переходим к вязанию третьего ряда. И набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Делаем накид. И в самую первую арку провязываем патентный столбик с накидом. Далее воздушная петля, делаем накид. И вот по серединке мы в предыдущем ряду набирали там 5 столбиков без накида. Находим ровно серединку. И опять будем делать наш пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Накид. И провязываем 6 вот таких вытянутых петель. 2, 3, 4, 5, 6. Закрепили воздушную петлю. И еще сюда же провяжем еще один столбик пышный. Мы так будем делать всегда по краям. То есть вот здесь и здесь. Посередине мы провяжем 3 таких пышных столбика. Так, 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязали. Воздушная петля. Далее в вершину. Вершину мы всегда провязываем по 3 таких пышных столбика, так как мы формируем треугольник. Так, 1, 2, 3, накид. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля. И еще сюда же провяжем второй. Сейчас я сформирую и третий. Смотрите, в вершину мы провязали 1, 2, 3. Как я говорила, в вершину всегда будем прям посерединке провязывать 3 пышных столбика. Делаем накид, и в угловые мы всегда будем провязывать по 2 пышных столбика. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И воздушная петля. И еще сюда один. Раз, два, три, 4. И 6 вытянутых петель. 2, 3, 4, 5, 6. Закрепили воздушная петля. И в арку сюда закрываем этот ряд, провязывая столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом патентный в 3 приема. Все, переходим на изнаночные ряды, которые мы с вами вяжем. 1, 2, 3, 4, накид. Начало точно такое же, воздушная петля, а потом в каждую арку мы провязываем по 5 столбиков без накида, а между арками 1 столбик без накида. 3, 4, 5 и между арками 1 столбик без накида. И так далее обвязать каждую арку.
Довязываем с вами изнаночный ряд, набираем воздушную петлю и в самую первую нашу арку мы, как обычно, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Все, изнаночный ряд мы провязали. Итого у нас 4 ряда. Вот как выглядит наш лицевой ряд. И по такому же принципу мы с вами вяжем каждый ряд. То есть мы будем делать, здесь мы будем провязывать по краям всегда по 2 пышных столбика. Далее 1, 1, в вершину всегда по 3, 1, 1 и по краям 2. То есть еще я с вами провяжу этот ряд, а далее по такому же принципу вы вяжете на необходимую величину. Вяжем лицевой ряд. 1, 2, 3, 4. В первую арку столбик с накидом, воздушная петля. И здесь находим серединку и провязываем 2 наших пышных столбика. Сначала вяжем 1, 1, 2, 3, 4. Раз. Ну, я их так называю пышные столбики. На самом деле пышные столбики вяжутся по-другому. Ну, назовем их здесь так. Пышные элементы. 4, 5, 6. Закрепили, воздушная петля. Еще сюда же провязываем такой пышный элемент. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Провязали, закрепили. Вот, как я и говорила, сразу мы по 2 элемента дали сюда и сюда 1. Итак, я провязала вот эти одиночные. В вершину я, как всегда, провязала 3 пышных элемента. Мы постоянно в вершину, вот из 3, вот посерединке, будем над ней провязывать по 3 пышных элемента. Далее здесь вяжем по одному, и в боковой, как всегда, мы провяжем 2. По такому принципу мы вяжем каждый лицевой ряд. То есть здесь вы не запутаетесь, главное знать 3, 4, как они провязываются. 2, 3, 4, 5, 6. Так, здесь мы 1 вязали, здесь снова мы провязываем 1 элемент. И останется сбоку нам провязать 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Закрепили. Так, и вот этот первый самый угловой с одного и с другого края мы сюда провязываем по 2 пышных элемента. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, и еще 1 сюда. Два, 3, 4, 5 и 6. Провязали 2 элемента, воздушная петля и закрываем наш ряд. Изнаночный ряд мы провяжем как обычно.
Вот наши лицевые ряды. И по такому же принципу мы вяжем ряд за рядом. Следующий ряд. Опять же, в боковую самую мы провязываем 2 элемента. Раз, два, три, 4 одиночных. Вершина 3 элемента, 4 одиночных и боковой. Точно так же. Вяжем до необходимого нам размера. Таким образом можно связать как теплую шаль красивую, так, если вы будете вязать из тоненькой летней ниточки, можно связать и косынку. Вот, если была вам полезна, если вам понравился узор, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.